Теперь уже всем понятно, что от уровня медицины и ее доступности зависит наша жизнь. Вовремя оказанная квалифицированная медицинская помощь ее продлевает, а несвоевременное и неумелое вмешательство сокращает. Но не всегда такая простая истина была очевидна. И чтобы узнать и прочувствовать процесс становления медицины на Софиевщине, и не только, мы перенесемся в прошлое и тщательно проследим, как это происходило, что за люди принимали в этом участие, что ими двигало и в каких условиях им приходилось работать. Получилась целая повесть с ее героями, сюжетной линией, завязка-развязка, розвиток дії. Только персонажи не вымышленные, а взаправдошние. Как говорится, основано на реальных событиях. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Еще с XI века в Киевской Руси при монастырях существовали больницы, в которых телесные недуги исцелялись монахами с помощью соответствующих молитв. В 1802 году в Киево-Могилянской академии открыли медицинский класс, и заведение начало выпускать дипломированных врачей. При общежитии размещалось и медицинское учреждение, в котором целителями служили пока еще те же монахи, а по их рецептам в аптеках отпускали лекарства. 24 мая 1834 года император Николай I утвердил положение о классах медиков, ветеринаров и фармацевтиков и о повышении их в чины. Ранги добавляли врачам престиж, но при этом получение очередного чина в первую очередь зависело от выслуги лет, а не от каких-то особых профессиональных умений. В те времена в Российской империи отсутствовала системная медицинская помощь населению. Состоятельные люди обслуживались в частном порядке. Неимущих горожан лечила приказная медицина через государственный орган приказа общественной опеки. При заводах функционировали госпитали, при воинских частях лазареты. Селянам же не оставалось ничего другого, как притрушивать вавки пылью, а в сложных случаях обращаться к гадалкам, шептухам, знахаркам и повивальным бабкам. А если что-то пошло не так, то на помощь всегда приходила приказка «на все воля Божия». В середине XIX века здоровьем населения занималось Министерство внутренних дел, МВД, в состав которого входили медицинский департамент и медицинский совет. В Верхнеднепровском уезде на службе в МВД находились городской врач, уездный врач, фельдшер и акушерка. МВД направляло медиков на работу и выплачивала им зарплату из казны. Городовой врач назывался еще и коронным. Он проводил ежедневное посещение тюрем, лечил арестантов, выполнял судебно-медицинские экспертизы, участвовал в уездном рекрутском приеме и так далее. Уездный врач, разумеется, инспектировал население и находился в постоянных разъездах. Также он выбирал места для новых поселений, давал рекомендации по улучшению селянских хат и тому подобное. По крайней мере, с 1852 по 1864 уездным врачом в Верхнеднепровске служил титулярный советник, а потом коллежский асессор Семен Иванович Шинснович, приблизительно 1830 года рождения. То есть, как минимум, он прослужил 12 лет. Вероятно, Шинснович прибыл сюда сразу после окончания учебного заведения. Сохранились такие его документы. Вот зачитаем один из них. На основании положения комитета господ министров высочайше утвержденного 26 апреля 1860 года освидетельствован мною вольный матрос Павел Сирота, который от выстрелов оглох. Причем оказалось, лет ему от роду 54, телосложение среднего, глухоты не оказалось, но он имеет слабость сил, страдает стеснением груди и удушьем вследствие старости. Поэтому он, матрос-сирота, оказывается неспособным к продолжению службы. В чем свидетельство это? Подписью и приложением казенной печати удостоверяю июля 23 дня 1862 года. Город Верхнеднепровск. Верхнеднепровский уездный врач Шинснович и так далее. И вот такая была печать уездного лекаря. Я нашла в одном сборнике за 1871 год заметку о некоем С.И. Шинсновичем. Она длинная, зачитывать не буду. Заметка издателя об оспопрививателе киргиз-кайсацких степей, лекаре коллежском советнике С.И. Шинсновиче. Здесь говорится о его трудной доле, что он окончил курс медицинских наук в Московском университете. Шинснович родом из потомственных обедневших дворян западного края, в молодых летах оставшись
сиротою, должен был как старший в семействе заботиться о пропитании матери, братьев и сестер. Но здесь нет упоминания о Верхнеднепровском уезде. С несколькими рублями отправляется этот С.И. Щенснович потом в Москву и в 1857 оканчивает полный курс наук по медицинскому факультету со степенью лекаря. А наш Щенснович в 1852 уже значился на российском календаре как уездный врач Верхнеднепровска. Ненавижу эти инициалы, бывает и на кладбище даже встречаешь таблички с инициалами. Что эти люди думают, когда лишают людей имени? Так что непонятно, тот ли это Щенснович, потому что в этой биографии как раз пробел с 1857 до 1864. Как бы там ни было, а когда в 1866 году образовали земства, они начали заключать с врачами контракты. Земская медицина – это первая в Российской империи форма медицинского обслуживания сельского населения, и делилась она на разъездную, скаковую и стационарную. По договору земский врач в Верхнеднепровском уезде получал 1250 рублей в год. Но мы также знаем, что во все времена пациенты благодарили докторов кто чем, а селяне обычно овощами, свежиной, курями, гусями, молоком и яйцами. Более состоятельные слои населения приплачивали деньгами, и частная практика что-то добавляла в семейный бюджет земских врачей, поскольку они всегда имели возможность подзаработать за пределами веренного им участка. Первым земским врачом на Софийском медицинском участке стал Иосиф или Осип Антонович Мразовский, 1826 года рождения, тоже поляк, как и Щенснович. В 1853 году Иосиф окончил университет, а с 1857 работал в Верхнеднепровском уезде как уездный постоянный врач в составе МВД. 23 сентября 1875 года Верхнеднепровская управа задумалась над тем, чтобы обустроить в Софиевке больницу на 15 коек. А 10 января 1876 в возрасте 50 лет Мразовский официально поступает на службу в земщину. Из-за отсутствия амбулатории он постоянно разъезжал, и в управу скоро полетели жалобы. В Софиевке сотни больных ищут спасения, а их врач, не вылезая из фургона, вояжирует по участку в поисках пациентов. Осенью 1876 управа попросила Иосифа Антоновича выезжать только на вызовы, иначе уезду придется нанимать ему на замену дополнительного 5-го врача. Представьте, что на весь Верхнеднепровский уезд их было всего 4. Тогда же управа твердо решила обустроить в Софиевке больницу. В феврале 1876 перешли к конкретным действиям и начали обсуждать, какой дом приобрести. И тут оказалось, что в Софиевке нет помещений, где можно было бы разместить 15 коек. Стандартные хаты состояли из 2 комнат, каждая площадью по 10-15 квадратных метров. Предложение организовать для начала хотя бы приемное отделение или амбулаторию на 5 коек пришлось отклонить, потому что даже для этого не оказалось ничего подходящего. Тем временем 2 жителя Софиевки вызвались продать земству свои дома. Первым оказался коллежский регистратор Семен И. Белосветов. Вероятно, это был брат священника Венедикта Ивановича Белосветова. О нем мы говорили в «Житие православных», ссылка вверху. В сентябре 1878 хату Семена Белосветова выкупили и кое-как приспособили под нужды медицины, что в общем обошлось земству в 4000 рубля. При этом нет даже упоминания о том, что Софийская громада принимала в этом какое-то участие. Гласный Александр Николаевич Поль нашел цену слишком высокой, как для сельской больницы, но его не поддержали. Израсходованная сумма по сравнению с самим зданием незначительно, а хата Белосветова, представлявшая собой одно помещение на 2 половины, таки возведена по-хозяйски и капитально, за исключением разве что коридора. И это при том, что во дворе есть еще ледник, погребник, сарай, камора и даже садок с левадою. В переулке Незалежности, бывшей Жовневой, сохранились 2 хаты тех времен, и одна из них ближе к реке Каменка. Это местность, где была левада, как она выглядит сейчас, а это то место на карте. Больницу потом много раз перестраивали и достраивали, так что наверняка нельзя сказать, какой из ее корпусов сохранился. Возможно, здание ниже и является хатой Белосветова. В те времена она была последней в переулке, а дальше тянулся садик, за ним левада к реке Каменки и за рекой.
В 1878 Морозовскому вернули средства, потраченные им на строительство помещения для врача. Иосиф Антонович предоставил отчет с документами на сумму 1703 гривны 59 копеек, но компенсировали ему только 1500 рублей, о которых договаривались ранее. При этом постановили вычитать ежегодно из его зарплаты 6% земского сбора за пользование домом и 4% на ремонт. После этого дом передали на баланс земства. В октябре 1879 произошел неприятный случай, от которого не застрахован даже лучший в мире врач. Гласный Харитон Туревный пожаловался в управу, что в прошлом году Морозовский отказал в медицинской помощи его сыну, как он об этом не просил. Управа на это предложила врачу быть внимательнее к подобным просьбам, а заявление Туревного приняли к сведению. Мы ничего не знаем о семье Иосифа Антоновича, кроме того, что 18 апреля 1880 в Софиевке у него родился сын Николай. Вероятно, что в связи с этим счастливым событием осенью этого года 54-летний Морозовский подает свою кандидатуру на должности уездного и городового врача в Верхнеднепровске, утверждая, что способен их совмещать. В управе разразилась горячая дискуссия о возможности совмещения должности коронного врача с земской деятельностью. Гласный от села Попельнастого Петр Данилович Павличенко выступил против, потому что это требовало повышения налогов для населения. Оно так бедно, что этого не потянет. Однако Морозовскому совместительство разрешили и начислили ему за это персональную надбавку в 500 рублей к зарплате. В это время он уже занимался переездом в Верхнеднепровск, подыскивал там квартиру для аренды и осматривал дом из 8 комнат с двором, сараем, ледником, погребом и кухней. От него за это просили 300 рублей, что считалось недорого. В мае 1881 в Софийской больнице построили новое помещение, образовав из старого дома отдельную женскую приемную на 2 комнаты. Но инспектор при проверке отметил, что покой этот сырой и непригоден для эксплуатации. Об этом заявляли и Морозовский, и его коллега Петр Сачинский, занявший место земского врача в Софиевского участка. Управа, учитывая нехватку средств, оставила эти заявления без удовлетворения, хотя и соглашалась с необходимостью перестройки. Возник даже вопрос сокращения кроватей, но от этого отказались, посчитав это недопустимым. В феврале 1882 в управе вновь вспыхнул спор из-за совмещения Морозовским должностей земского и городового уездного врача. Землевладелец Игнат Степанович Ашкала высказался о недопустимости такого совмещения, утверждая, что это вредит делу. В уезде бушует дифтерия и тиф, поэтому врач должен быть мобильным, а не отвлекаться на поручение администрации. Пока он будет вскрывать трупы или исследовать какую-то отдаленную местность на предмет ее санитарного состояния, за это время с десяток человек сойдут в могилу. Игнату Степановичу возразили тем, что при желании все можно успеть, а в добродетелях, гуманности и бескорыстии Иосифа Антоновича никто не сомневается. На это гласный Петр Иванович Мазуркевич остроумно заметил, что если Морозовский так бескорыстен, то пусть откажется от второй зарплаты, и напомнил, что 500 рублей – это его персональная надбавка, намекая на некие родственные связи Иосифа Антоновича. Впрочем, голосованием 19 против 6 Морозовскому оставили 2 должности. При этом обратим внимание на речь гласного Ашкала, который открывает глаза на состояние медицины того времени. В медицине главное – это диагноз, сказал Игнат Степанович, и для этого часто создаются консилиумы. В сельской местности, где один доктор на целый участок, о консилиуме не может быть и речи. И если врач ошибется, то на помощь ему придут только природа в виде свежего сельского воздуха и здоровая пища. Но наши больницы находятся в таком состоянии, что если туда попадет кто-нибудь здоровый, то нельзя быть уверенным, что недели через 3-4 его не отнесут на кладбище. И виновата в этом несостоятельность и бедность налогоплательщиков. Уездные больницы – это не больше, чем просторные хаты. Через 6 лет эта хата уже пропитывается миазмами и затрудняет процесс лечения. Именно поэтому туда никто не хочет идти, кто хоть чуть-чуть при деньгах. Мы знаем, говорит Ашкала, что из больницы скорее отнесут на кладбище, чем из родной хаты. Туда идут или бездомные, бобыли или одиночки. Ашкала пытался доказать, что совмещение должностей земского, участкового врача и уездного правительственного не
принесет пользы. Такой врач будет подлечивать легкобольных, а тем, кто в кризисном состоянии, он не поможет, потому что лишен возможности осуществлять за ними постоянный уход. Ему возражали, что у Мразовского есть родственник, городовой врач, который будет наведываться в больницу в отсутствие Иосифа Антоновича. Правда, у этого врача есть свои семейные интересы, из-за которых он вскоре покинет Верхнеднепровск. В октябре 1882 заруба продолжилась. Петр Назарович Гусаковский в знак протеста пообещал сложить в себя обязанности гласного, а гласный Савенко нашел вопрос о сочетании Мразовским должности земского и уездного врачей скользким. На собрании уже устала от споров и решила в дальнейшем этот вопрос не обсуждать. Тем не менее, в сентябре 1884 к совместимости должностей такие вернулись. За 2 года можно было прийти к определенным выводам, и оказалось, что Мразовский действительно иногда уезжал по административным делам, но от этого земство не страдало. По Верхнеднепровску ему помогал родственник, врач Горлинский, а по уезду Петр Сачинский и врач Попельнастовского участка Илья Петрович Смирнов. Но сейчас Горлинский уехал, а врач Смирнов помогает приватно. Правда, был случай, когда в отсутствие Иосифа Антоновича какой-то шерстюк остался без медицинской помощи, но то такое. За совмещение высказались 24 гласных, причем Кузьмицкие отказались голосовать из-за родственных связей с Мразовским. После оказалось, что Сачинский, Мразовский и Кузьмицкие находились между собой в родстве. Понятно, что по женским линиям. Савенко в знак протеста даже снял с себя звание уездного гласного. 4 мая 1888 уже сам Иосиф Антонович пишет по праву заявление о недопустимости совмещений, но касательно должностей фельдшера и акушерки. Он считал, что фельдшер не только не имеет права принимать роды, но еще 6 недель после этого находиться возле младенца, ведь он имеет дело с инфекционными больными разного типа и является переносчиком болезней. И привел случай, когда в Верхнеднепровске одна акушерка перед родами поработала фельдшеркой, что закончилось горячкой и смертью роженицы. Его поддерживал и Сачинский. Он указал, что фельдшер лечит язвы, нарывы, рожу, поэтому недопустимо переносить эти болезни на беременную и роженицу. В 1895-м Мразовский уже по рангу надворный советник. Его сын Николай в 1898-м окончил Кременчужское реальное училище, а сам Иосиф Антонович начинает хлопотать о пенсии, выслуженной им с 10 января 1876 года по 1 разряду. Размер пенсии российских чиновников составлял в среднем от 85 рублей в год по 9 разряду до 1453 рубля по 1 разряду. Осенью 1901-го коллежский асессор, уездный и земский врач Верхнеднепровского уезда Осип Антонович Мразовский сообщил в управу, что по слабости здоровья он покидает должность земского врача с 1 января 1902 года и просит выхлопотать ему расчетную книжку на получение выслуженной полной с 25 лет службы пенсии с земской америтальной кассы. Это нечто вроде пенсионного фонда. Также за ним остается рассрочка выплаты суммы долга по вражковому капиталу. А вражковый капитал – это такая смешная для нас и трагическая для сусликов натуральная повинность, которую налагали на каждого землевладельца как обязанность уничтожить по одному суслику из каждой принадлежащей ему десятины земли. Зверьков выгоняли из нор водой, а затем убивали. Кто не хотел этим заниматься, платили налог. Со вражкового капитала выдавали потом суды под проценты и без них. С 10 января 1901 года Мразовскому назначают пенсию 800 рублей в год, а осенью его провожают на заслуженный отдых как исключительного врача земства. Кроме благодарности, Иосифу Антоновичу выдали адрес и поставили его портрет в Верхнеднепровской земской больнице. Так как в 1901 году его сын Николай стал студентом механического отделения Киевского политехнического института, то Мразовскому выделили дополнительно 200 рублей в год на стипендию от земства на образование сына. Но ежегодная плата за обучение составляла 100 рублей, плюс оплата за жилье, питание и литературу, и поэтому стипендию повысили до 400 рублей до получения диплома. К тому же управа уплатила долг остального займа, выданного из вражкового капитала для взносов в пенсионную кассу в размере 1696 рублей 24 копейки. Все это за бескорыстное, сердечное, душевное и гуманное отношение к больным и первый случай столь длительного и безупречного служения земству.
Газета «Русский врач» в 1904 году издала такой некролог. 19 января в городе Верхнеднепровске Екатеринославской губернии от старческого маразма скончался старейший из врачей губернии Иосиф Антонович Мразовский, родившийся в 1827 году. Почти все время своей полувековой деятельности покойный провел в Верхнеднепровском уезде, где был известен всем как хороший врач, гуманный, сердечный, вполне бескорыстный человек. При открытии одного из врачебных земских участков покойный занял место участкового врача, а потом перешел на службу в городской земский участок, где занимал также и должность уездного врача. Только за год до смерти, чувствуя упадок сил, Иосиф Антонович оставил службу. Несмотря на самую широкую популярность в населении, которой он пользовался, Иосиф Антонович не оставил после себя ничего, кроме доброго имени, и образ дедушки-врача будет еще долго в памяти у всех его знавших. Земская эмеритура и жалкая казенная пенсия по должности уездного врача – вот обеспечение для семьи. Земство возложило на гроб покойного венок с надписью «Верхнеднепровское земство другу страждущих». Был также и венок от местного еврейского общества. После смерти отца Николай продолжал получать стипендию в 400 рублей в год. Но в начале 1905-го из-за митингов и забастовок университет закрылся, и Земское собрание приняло решение прекратить выплату стипендий учащимся закрытых учебных заведений. Николай, ссылаясь на свое бедственное положение, попросил земство не прекращать выплаты, ведь обучение было прервано не по его вине. И вот 11 марта 1906-го собрание, учитывая что Николай Мразовский является вполне благонамеренным молодым человеком, не связанным со всяческими антиправительственными движениями, и немалое время службы его отца в уезде, продлили выплату ему стипендий даже во время закрытия института. Обучение в КПИ возобновилось в сентябре 1906, а стипендию юноше платили до 1907. Николай был способным и активным молодым человеком. В 1914 он уже числился механиком киевских мастерских Министерства транспорта и сообщения и механиком Киевского политехнического общества инженеров и агрономов. При обществе издавался журнал «Бюллетень Киевского политехнического общества» и функционировало справочное бюро, которое подыскивало работу для ее членов. Заведовал журналом и справочным бюро инженер Николай Иосифович Мразовский, который размещался по адресу улица Назаревская, 1. Сейчас это улица Ветрова. Это был доходной дом, то есть многоквартирный жилой дом для сдачи квартир в аренду. Дальнейшая судьба Николая Мразовского неизвестна. Канал Ірини Коновець-Поплавської. А теперь перейдем к другому доктору Петру Михайловичу Сачинскому, который оставил неизгладимый след в истории Верхнеднепровского земства. Петр Сачинский родился в 1855 году, вероятно, в Екатеринославе, так как в 1866 году секретарем Екатеринославского губернского управления акцизного сбора числился титулярный советник Михаил Николаевич Сачинский, и, наверное, это был его отец. В 1873-м Петр заканчивает Екатеринославскую мужскую гимназию. В одном с ним выпуске был, например, Дмитрий Петрович Коновалов, впоследствии директор Горного и Петербургского университетов. Ту же гимназию в 1878-м окончил его брат Константин Сачинский, 1862 года рождения. Вполне возможно, что Петр имел еще одного брата, Николая Михайловича Сачинского, который работал становым приставом в Александровском и Полтавском уездах. Этот Николай Михайлович в 1896 приобрел домовладение в Екатеринославе на Екатерининском проспекте в собственном доме. Что же до Петра Сачинского, то в 1878 он окончил медицинский факультет университета Святого Владимира в Киеве, а в октябре 1881 приступил к работе земского врача Софиевки и сразу горячо приступил к делу. Острый критический ум этого удивительного молодого человека замечал все, что творилось вокруг. Но замечать мало. Особенность Сачинского проявлялась в том, что в 26-летнем возрасте он оформлял свои наблюдения в конкретное предложение,
исследования излагал все это в управе. К примеру, когда он выяснил, что аптека при больнице закупает медикаменты в свободных аптеках по завышенным ценам, он предложил земству выписывать медикаменты напрямую со складов. Также обратил внимание на острую проблему одиноких запущенных сифилитиков. Обычно это были бездомные, которым некуда было идти, а богоугодные заведения отказывались их принимать. Несчастные приходили в больницу, а та не имела права им отказать. Параллельно Сочинский оказался внимательным и к медицинскому персоналу. В октябре 1882 он пишет ходатайство о поощрении смотрительницы, это сестра-хозяйка, Софиевской больницы Чариковой за ее гуманное и христианское отношение к больным, ответственность, экономный расход каждой земской копейки. Фотография здесь случайная, из интернета. Сверх своих прямых обязанностей Чарикова серьезно и добросовестно занималась наблюдением за строительством женского отделения, тогда, как правило, для этого приглашались специальные лица, которые платили 150-200 рублей. И все это женщина выполняла за 200 рублей в год. Звали смотрительницу Юлия Александровна. Это была жена дворянина Александра Чарикова. Родовым гнездом Чариковых или Шариковых была Златоустовка, в народе Шарикова. Отец Александра, поручик Семен Иванович Чариков, умер от чахотки. Брат его Евгений Семенович Чариков в 1892 был старостой Соборно-Успенской церкви города Верхнеднепровска, а потом еще и заседателем дворянских опек в Верхнеднепровске. Так что непонятно, почему Александр Семенович умирал в таких злыднях. Юлия Александровна и сама подала в управу прошение, в котором рассказала, что муж ее был настолько болен, что не мог ходить без посторонней помощи, а ей не хватает средств его содержать. При том, что как смотрительница Софийской больницы она должна часто отлучаться из дома. Зарплата была ее единственным куском хлеба, и дворянка Чарикова просила принять ее мужа безвозмездно в богоугодное заведение и тем дать ему возможность провести последние дни, чтобы он не страдал от холода и голода. Прошение управа удовлетворила и постановила в случае отказа принять Чарикова в богоугодное учреждение действовать через губернских гласных. Вместе с тем Сочинский попросил управу освободить его от оплаты за квартиру, которую ему выделило земство. К тому же из него высчитывали еще 90 рублей в год на ремонт. Но молодого доктора убедили забрать заявление, потому что двум другим врачам в уезде вообще жилья не предоставляли и квартирные не платили. Дальше неугомонный Сочинский снова возвращается к проблеме сифилиса. Он выясняет, что сифилис заносят в уезд в нижние чины, которые возвращаются на родину, и предлагает всех их поголовно осматривать. Собрание с этим согласилось и постановило принимать в больнице сифилитиков для бесплатного лечения сверх комплекта бесплатных кроватей. Также Петр Михайлович посоветовал собирать ежегодные съезды губернских врачей и привел в пример лучшее земство – Московское, Петербургское и Тверское. Врач, которого забросили в глухое село, говорил он, изолирован от мира и постоянно сталкиваясь с грубым невежеством, может быстро охладеть к своей деятельности. Иногда ему не с кем посоветоваться даже в простых случаях. Далее Петр Михайлович предлагает привлечь духовенство для сбора статистических данных, потому что только они знают точное количество родившихся и умерших. Проблема была еще и в том, что в больницу обращаются далеко не все, а в случае смерти священники ставили диагнозы по своему усмотрению. Также при Сочинском в 1882 завершили пристройку к больнице, состоящую из 2 комнат на 10 коек женского отделения, как раз за которыми и наблюдала Чарикова, что обошлось земству в 1912 рублей 2 копейки. Впрочем, еще было над чем работать. Аптечная комната служила также и амбулаторией для больных и находилась в здании больницы, правда имела отдельный вход. За неимением средств некоторые помещения не обогревались и были непригодны для эксплуатации. Не хватало и покойницкой, умерших размещали в сараях, где обычно хранились известь и песок. Наиболее распространенными болезнями в то время были сифилис, лихорадка, ревматизм и язвы. Сочинский сделал подробный доклад со статистическими выкладками по Софиевскому больничному участку, откуда мы узнаем, что он один обслуживал 31 986 душ обоих полов, проживавших в 90 поселениях, 70 сел и 20 хуторов. В своем докладе врач отметил высокий уровень детской смертности на участке, выше среднестатистического. Дети умирали от дифтерита, коклюша, оспы, кори, скарлатины и кровавых поносов. На участке работала акушерка
акушерка А. Сухинова. Когда в Софиевке зимой 1882 распространилась корь, доктор был поражен мракобесием некоторых родителей, которые приносили в лютые морозы больных детей в церковь, после чего малыши умирали, хотя корь уже тогда успешно лечили. Надо отметить, что медицинская помощь в земских больницах была совершенно бесплатной, питание и лекарства тоже. 40 копеек в сутки платили только жители других уездов, которые поступали на стационарное лечение, военные чины и арестанты. Часто иногородние выписывались, не заплатив, и земство было вынуждено компенсировать эти расходы. Была хорошая мода в те времена назначать в общественное учреждение богатых опекунов, которые заботились о нуждах и неотложных проблемах веренных им учреждений. Попечителем Софиевской больницы в течение 5 лет был приписан купец Андрей Абрамович Савельев. Но Савельев ни разу не пришел в больницу, не принимал никакого участия, ни морального, ни материального в ее делах. Поэтому 11 октября 1882 в опекуны пригласили Дмитрия Владимировича Ставровского, владевшего имением Гуляйпольской волости. Но тот, не приступив к делу, вскоре покинул уезд. Поэтому осенью 1883 именно Савельева заменили на Кашерининова Павла Ивановича, который владел имением в урочище Коржевые могилы Алферовской волости. В октябре 1883-го Сачинский просит земства похлопотать перед губернским земским собранием, чтобы освободить его от платы за содержание в губернской больнице душевнобольного брата, вероятно, Константина. Губернская управа ему перед этим отказала, потому что этот брат вместе с ним не жил, им не воспитывался и имущественными интересами они не связаны. Управа обязалась похлопотать. В декабре 1884-го началась холерная эпидемия, и 18 февраля 1885 в уезде назначили дополнительных опекунов, которые должны были наблюдать за соблюдением правил против холеры в Софиевской и Марьяновских волостях. Такими стали Сачинский и сам председатель Приднепровской уездной управы Венедикт Антонович Гельмерсен. А тут еще возникла проблема с акушерками. Перед тем их сократили, и Мразовский и Сачинский не раз выступали за их возвращение. Впрочем, гласные от селян заявляли, что от акушерок никакой пользы, и в результате их так и не восстановили. Осенью 1885-го землевладелец Павел Кашерининов написал отказ от обязанности опекуна Софиевской больницы и предложил вместо себя Ивана Николаевича Харина, владевшего поместьем Весело-Терновской волости. Иван Николаевич добросовестно отнесся к своим обязанностям попечителя и всегда откликался на больничные нужды и просьбы врачей. При этом сам Сачинский занимался Энгельгард-Васильевским училищем, и этот факт называли счастливым случаем для училища, ведь другие опекуны там ничего не делали. В 1886 году титулярный советник Петр Сачинский настойчиво возвращается к необходимости восстановить земских акушерок. Почему так тяжело продвигался с современной точки зрения такой очевидный вопрос? Проблема в том, что население все еще не доверяло им. Женщины либо рожали самостоятельно, либо по привычке обращались к повитухам. Но в сложных случаях повивальные бабки становились беспомощными и даже опасными. Они били роженицу животом о землю или двери, давили на утробу, заставляли женщину таскать воду из колодца, дуть в пустую бутылку или прыгать со скамейки или с припечка и так далее. И только тогда, когда процесс выходил из-под контроля, а варварские методы не помогали, роженицу доставляли в больницу. Часто при этом квалифицированная помощь поступала поздно, и бедная женщина умирала. И тогда недобрая слава о больнице быстро разлеталась по городам и селам. Но те, кто выживал, оставались на всю жизнь благодарны акушеркам и больше никогда не обращались к повитухам. В 1887 году земских акушерок наконец-то вернули к работе. Поступали жалобы на Сачинского. Одна жительница Новопавловки Весело-Терновской области Мария Сурикова пожаловалась в управу, что Петр Михайлович отказал ей в медицинской помощи. Но гласные от селян Ластовченко и Костенко засвидетельствовали безупречную деятельность Сачинского и его готовность всегда прийти на помощь. В 1888 встал вопрос о том, что земский врач в Софиевке платит земству 108 рублей в год за ремонт своей квартиры, но обычно не укладывается в эту сумму. В том же году ремонт обошелся 132 рубля. Управа решила в дальнейшем деньги с врачей за ремонт не брать, пусть они сами ремонтируют квартиры по своему вкусу.
В 1889 Сачинский подал ходатайство о награждении серебряной медалью оспа-прививателя Севастьяна Костенко. Костенко вообще-то держал бандарню в Софиевке, но дополнительно находился на медицинской службе еще с 16 января 1868 года, то есть 21 год подряд. За это время он привил 10 332 человека, а еще и научил это делать селянина Терентия Касьяна. А энергия Сачинского не то что стихает, как часто бывает это, а наоборот набирает обороты. Он беспокоится о строительстве летних бараков для больных, больницы для служащих, расширении больничного ледника. Заботится, чтобы старшему фельдшеру Гершу Мазесовичу Израильсону предоставили награду за долговременную и усердную службу. Отец Герша, Мозес Лейбович, родился в 1812 году в Курляндии. Работал фельдшером и оспа-прививателем в еврейских колониях Херсонской губернии, за что был награжден медалями и похвальной грамотой. После окончания учебы Герш Израильсон тоже поначалу служил там фельдшером и зарекомендовал себя грамотным и ответственным специалистом. В 1871 году он был награжден за оспа-прививание серебряной медалью, а в 1875 Герш Израильсон приступил к работе в Софиевской больнице. С 4-го съезда земских врачей Екатеринославской губернии Сачинский привез кучу предложений. Перечислять все их нет возможности, да и большинство отклонили из-за нехватки средств. Чем дальше, тем больше. Петр Михайлович выходит с предложением устроить пенсионную кассу для земских служащих в случае смерти врачей или их увольнения. Делает доклад о более рациональной системе продовольствия в земских больницах Приднепровского уезда. Просит навести порядок в аптеках. Доносит о трудностях, с которыми сталкиваются разъездные фельдшеры, чтобы получить повозки во время жатвы, даже когда имеют на руках соответствующие открытые письма. Иногда фельдшерам приходилось круглосуточно ждать подводы, или же они шли ночевать домой, оставляя свой аптечный ящик на произвол судьбы. В 1893 в Софиевку приехала комиссия и нашла все исправным. Больница снабжена всем необходимым, содержится в чистоте и порядке, пища хорошего качества. Сооружено совершенно новое здание вальковой кладки под гонтовой крышей. Новое здание разделено на две половины, в одной кухня, в другой прачечная. Есть и недостаток. Пароотводные трубы в прачечной устроены так неудачно, что при охлаждении пар оседает на стенах в виде капель и портит их. При больнице и бараке устроили два солидных нужника с выгребными ямами, выложенные камнями и цементом. Погреб оштукатурен, новую крышу покрывает сарай и ледник. Летний барак – это новое, прекрасное, светлое, хорошо вентилируемое здание. На пожертвование Ивана Николаевича Харина построили наконец-то усыпальницу, покойницкую. Прекрасное сооружение в виде небольшой часовни, служившей для отпевания умерших. Не хватает еще теплого туалета и нового колодца вместо того, что находится посреди узкой улицы. Туда стекаются весенние и дождевые воды, а затем вся вода из этого грязного колодца поступает в больницу. Также ее пьют жители Софиевки. Но самый главный недостаток – отсутствие амбулатории, из-за чего прием больных все еще производится в аптечной комнате. Петр Михайлович устроил при больнице небольшую библиотеку, так что грамотные больные с удовольствием проводят время за чтением книг. 10 января 1892 года умирает от чахотки брат Сачинского Константин, студент Киевского университета. Отпевал его в церкви Богоматери всех скорбящих радости при Екатеринославской земской больнице священник Василий Иванович Острогорский, а похоронили Константина на Севастопольском кладбище. 3 апреля 1893 года Сачинский участвовал в съезде уездных врачей, после чего сделал в управе доклад под названием «Век живи, век учись» о необходимости командировок врачей по обмену опытом на другие участки, а по сути подробную инструкцию, когда, куда, кого и зачем командировать. Также он выступает на тему к вопросу о развитии слепоты в Верхнеднепровском уезде. Невидящими в Софиевке были Давид Чумак и Татьяна Назарец, потерявшие зрение в результате оспы. Предлагалось выдавать таким деткам стипендии для обучения, чтобы они не замыкались в себе. Также врач поднял вопросы предупреждения и профилактики увечий среди сельских работников. Оказалось, что большинство несчастных случаев происходит при молотьбе хлеба конными молотилками, где задействованы пришлые рабочие.
Главная причина – движущий вал молотилки. К тому же рабочие часто работают ночью при фонарях, а полиция смотрела на это сквозь пальцы. И снова Сачинский не просто докладывает, а как квалифицированный механик предлагает комплекс мер: обеспечить молотилки зерноподатчиками, защитить движущий вал, не приобщать к работе несовершеннолетних и так далее. Потом он советует выписывать более качественные медикаменты и хирургические инструменты прямо из-за границы, что дешевле на 15-20% против цен российских драгистов. Драгисты – это оптовые торговцы разными материалами, необходимыми для аптек. Одновременно земский врач Сачинский пишет разные статьи в журналах. Так, в журнале «Земский врач» 1894 года, числа 2, он напечатал медико-санитарный очерк Софиевского медицинского участка Екатеринославской губернии. Там Петр Михайлович опубликовал данные и наблюдения за 11 лет, из которых мы узнаем, что на его участке в 1944 квадратных верст проживало 43 179 человек. Украинцев из них 39 049. Воду население употребляет из колодцев, но она так богата солями, что вызывает болезни желудка. Села лежат преимущественно по балкам у рек и источников. Дома строятся из лампача, то есть глины вперемешку с соломой в форме кирпича. Украинцы исключительно все земледельцы, не имеют никаких промыслов и на заработки не ходят. Наоборот, в жатву сюда прибывает немало людей из Полтавщины, а на рудниках работают исключительно пришлые россияне. Наделы у крестьян малы, по 3 десятины на душу, изредка по 5-6 десятин, в то время как немцы-колонисты имеют до 30 десятин. В Софиевке есть госпиталь на 25 душ, при нем врач и 2 фельдшера. По участку ездят обычно фельдшеры, прививают оспу как фельдшеры, так и обученные селяне, общественные вакцинаторы. Привиты 80% новорожденных. Акушерка оказала помощь 1,5% семей. Средний возраст людей 21 год, в то время как по России 26 лет, хотя есть губернии в Москве, где средний возраст 17 лет, а для Западной Европы эта цифра 34 года. Сифилисом болеют люди преимущественно из сел вблизи рудников, где работают чужинцы. Число больных, обращающихся за медицинской помощью, растет, особенно из сел, наиболее близких к Софиевке, а число случаев давних болезней значительно уменьшается. 1895 год – последний год Сачинского в качестве земского врача в Софиевке. Наверное, уже хлопотал о перемещении и пытался под конец сделать все возможное. Он и так посвятил Софиевщине лучшие свои годы, но перед тем, как уволиться, отчитался еще и о деятельности окулистического отряда. Был в те времена такой глазной врач Роберт Николаевич фон Гарнье, 1862 года рождения, со своей командой, ездивший по империи. Прибыл окулист на целый месяц и в Вертеднепровский уезд. Врачи Морозовский и Сачинский заботились о личных удобствах этого отряда, тратя на это свои собственные средства. На этом месте не удержусь от ремарки. Я не представляю, чтобы современный врач какой-то тратил на нужды медицины свои собственные средства. Обычно все эти суммы, которые они получают от пациентов мимо кассы в свой карман, они считают собственным доходом и копейки не потратят там на ремонт больницы или лекарства. Я даже знаю доктора-миллионера, который выпрашивает через социальные сети деньги на оборудование больницы стоимостью примерно 35 000 гривен, что для него копейки. Но вернемся к окулистическому отряду. Принимающая сторона должна была проделать огромную работу, известить население, обустроить приемные пункты, позаботиться о жилье и питании отряда и так далее. Понятно, что помощь окулистов оказывалась населению бесплатно, их услуги оплачивало земство. Плюс селянам из земских аптек раздавали медикаменты. Оказалось, что больше всего обнаружилось катаракты 40%, болезни роговицы 30% и век 15%. Кстати, катаракту еще тогда оперировали и вполне удачно. Очки после операции выдавали частично бесплатно, частично за деньги. Также Сачинский напоследок ходатайствует об помощи семейству умершего фельдшера Тимофея Гладнева,
Вдове выдали полугодовой оклад мужа в размере 162 рубля 50 копеек и Б. награду за долголетнюю службу фельдшера Герша Мазесовича Израильсона. Петр Михайлович покинул Софиевку, усыпанный бесконечными благодарностями. Председатель собрания в управе сказал: «Сочинский был так близок к нам, так сердечно и бескорыстно относился к своим нелегким обязанностям земского врача. За все это и за то, что и при этом заботился об Энгельгард-Васильевской школе и тратил на это свои собственные средства, ему выдали годовой оклад в 1250 рублей и искреннюю и глубокую благодарность за добросердечное и честное отношение к исполнению своих трудных обязанностей в течение 15 лет. Затем решили вывесить его портрет в Софийской больнице и в Энгельгард-Васильевской школе. Управа отметила, что кроме того, что Сочинский был предан своему делу врача и часто поддерживал нуждающихся больных из собственных средств, он еще был отличным администратором и усердно заботился о нуждах больницы, полностью отвечающей медицинскому учреждению. Кроме этого, Петр Михайлович активно участвовал в развитии земской медицины не только на своем участке, а во всем уезде. Обратили внимание, что за 15 лет службы он ничего не приобрел, а покидая земскую службу, еще и потерял право на пожизненную пенсию. Гласный Петренко высказался так: «Сочинский был не врачом, а отцом для селян. Мне также известно, что он уехал от нас, ничего не имея, а причиной тому, конечно, его полное бескорыстие по отношению к селянам, главным его пациентам». После этого Сочинский поехал работать поближе к губернскому городу Екатеринославу. В 1902 году он уездный врач и директор Александровского детского приюта города Новомосковска. Проживал на Гетманской улице в собственном доме рядом с земской управой. 30 октября 1902 года у него родился сын Валентин. В метрической записи указано, что мать новорожденного дворянка Наталья Дмитриевна, а крестная дворянка Людмила Дмитриевна Баженова, наверняка ее сестра. И действительно, поручик Баженов Дмитрий Васильевич когда-то владел землями в селе Петровском, Вечерний Кут. А в 1905-м Сочинский в письмах Яворницкому сообщал о раскопках кургана на станции Вечерний Кут Верхнеднепровского уезда, где нашли человеческое захоронение. Жена поручика Баженова Надежда Игнатьевна в 1882 году владела поместьем площадью 43 десятины возле села Ивано-Федосеевское Ордо-Васильевской волости, приобретенное в 1869 году. В настоящее время это село не существует. Вероятно, Надежда Игнатьевна – дочь Игната Андреевича Кузьмицкого. Родовое гнездо Кузьмицких – село Лозоватка Александрийского уезда, что в 9 километрах от станции Грековатая. Вспомним, как Кузьмицкие отказались голосовать за Сочинского из-за родственных связей. В 1894 году штатным контролером губернского акцизного правления был дворянин Павел Дмитриевич Баженов, наверное, Шурин Петра Михайловича. Крестными родителями Валентина Сочинского записаны также Иван Николаевич Харин, Николай Иосифович Мразовский и Юлия Сергеевна Леонтьева. Если Харин и Мразовский специально приехали в Новомосковск на крестины, это свидетельствует о дружеских, а может и родственных отношениях между ними. Петр Михайлович дружил с Дмитрием Яворницким, активно помогал ему собирать древности для музея. В 1910-м он приобрел в Екатеринославе дом на улице Казачья, 20 и работал старшим по Екатеринославской губернии уездным врачом в ранге статского советника. Одноэтажный дом на перекрестке улиц Староказацкой и Короленко, в котором он жил, к сожалению, не сохранился. Скончался Петр Сочинский внезапно в 1913 году в возрасте 58 лет. Верхнеднепровская управа сообщила о его смерти на собрании и вспомнила его как замечательного человека, который принес немалую пользу в должности земского врача Верхнеднепровского уезда. Управа решила послать телеграмму на имя его жены и избрать уважаемую депутацию в составе Эраста Константиновича Бродского и Степана Степановича Деконского, чтобы они положили венок на гроб, затем почтили память покойного вставанием. Когда-то по поводу рождения сына Петр Михайлович написал в письме к Дмитрию Яворницкому: «Возможно, родился будущий известный археолог, но Валентин не стал археологом. 26 августа 1911 года он поступил в Екатеринославское первое реальное училище и учился там до 8 июня 1918 года. Вот дубликат его аттестата. Обратим внимание, что напротив украинского языка, истории Украины и географии Украины прочерки, то есть эти предметы он не посещал. В июле 1919 Валентин обратился к нотариусу Сергею Сергеевичу Бычихину
гимназическое 4, чтобы тот засвидетельствовал его документы. Бычихин был известным в Екатеринославе юристом, член Совета общества просвита, действительный член Екатеринославской учено-архивной комиссии, член правления Екатеринославского художественно-артистического общества. 8 августа 1919 Валентин Сачинский направил по почте заявление директору Харьковского технологического института императора Александра III с просьбой зачислить его в число студентов. Проживал он тогда по улице Поля, сейчас Ивана Акинфеева, дом 8, квартира 3. До революции это был доходной дом, где квартиры сдавались в аренду. И потому, что оригинал аттестата в то время он еще не получил, то отдел народного образования при Екатеринославском губернском исполкоме Совета рабочих и красных депутатов выдал ему удостоверение, что он действительно прослушал полный курс соответствующих предметов. Подписал аттестат председатель педагогического совета Липикаш. Это тот самый художник Василий Автономович Липикаш, который после окончания школы в Одессе с золотой медалью был откомандирован за границу в Академию искусств в Петербурге. Липикаш побывал в Турции, Швейцарии, Италии. Вернувшись в Украину, работал в малярных школах в Харькове, а позже в Екатеринославе. В Симферополе его захватили большевики и расстреляли в 1920 году. Неизвестно, учился ли Валентин Петрович Сачинский в Харькове, но 13 января 1925 года он поступил на военную службу. Во время немецко-советской войны он служил в 230-й особой стрелковой бригаде Среднеазиатского военного округа, 32-я запасная стрелковая бригада. Демобилизовался в декабре 1945-го. Медаль за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов он получил, когда работал преподавателем артиллерии в Подольском высшем артиллерийском училище, которое во время войны дислоцировалось в Бухаре. Дальнейшая его судьба неизвестна. В 50-х годах некий Сачинский Валентин Петрович работал в Министерстве угольной промышленности СССР. Возможно, это был он. Если вы думаете, что в Софиевке есть хотя бы переулок Петра Сачинского, или я уже не говорю о том, чтобы назвать больницу его имени, то нет. Зато рядом с лечебным учреждением стоит бюст Пирогова, который здесь никогда не был. Но надеемся, что софиевцы исправят это положение. Я знаю, что там есть люди, которые помнят Петра Сачинского, чтут память о нем. Если вдруг потомки Петра Михайловича натолкнутся на этот материал, просьба отозваться. Любые дополнения к биографии этого замечательного человека бесценны для нас. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Наступил 20 век. На фото предполагаемое здание старой больницы, которая сохранилась до сегодня. В советское время это место раздали для жилья софиевцам. Многие снесли старые постройки и построили новые. Но вот одна хата сохранилась. Хозяева построили себе новый дом рядом, а старое жилище, к счастью, не разрушили. И мы можем наблюдать кусочек той жизни. С отъездом Петра Сачинского Софиевский участок осиротел. Скоро и смотрительница Юлия Чарикова заболела и сама находилась в беспомощном состоянии. Чтобы поддержать ее, управа за долговременную службу выдала женщине 500 рублей. Герш Израильсон теперь самостоятельно ходатайствовал о предоставлении ему единовременной помощи в 200 рублей. В Софийской больнице сделали косметический ремонт, но, как отметила комиссия, с отъездом Сачинского порядки больницы изменились к худшему. Вместо чистоты и очевидной в каждом предмете заботы, члены комиссии с грустью созерцали грязь и халатность. Пол был затоптан, на кровати и окнах валялись засмальцованная фуражка с шапкой, а посреди коридора столбычило ведро с водой. Комиссия не встретила в больнице ни врача, ни фельдшера, ни обслугу, а только больных, не имевших покоя из-за отсутствия отдельной амбулатории. В акте члены комиссии написали, что смотрительница больницы Чарикова, которая 14 лет была образцовой служительницей земства, вряд ли способна в дальнейшем занимать свое место без явного ущерба для нее самой и всего больничного хозяйства. В 1897 году встал вопрос устройства при Софийской больнице бани, а также отдельного отделения для заразных больных. О ремонте теперь докладывает член управы, опекун Павел Викторович Байдак, вынужденный этим заниматься из-за отсутствия постоянного врача. Впрочем, место бани восстановили, соорудить купили с обогревательными аппаратами. Также потребовалась новая железная кровать и более удобная пружинная матраса для привилегированных больных. Из радостных новостей: наконец-то построили амбулаторию, ожидальню и аптеку.
Коридор теперь отделяет заразное отделение от других. Обустроили 2 палаты для больных привилегированного состояния. Байдаку утвердили смету и выразили благодарность за его труды. В 1899 комиссия одобрила перестройки Байдака, но заметила, фельдшер Израильсон так стар, что уже не может занимать штатного места, и ради всеобщей пользы его следует заменить. Предложили облегчить Израильсону получение пенсии внесением за него в пенсионную кассу взноса в размере 603 рубля 8 копеек. На Софийском участке в конце концов появился земский врач Евгений Иванович Прокопович, 1868 года рождения, прослушавший курс по хирургии в Петербурге в клиническом институте великой княгини Елены Павловны. О нем известно только то, что брат его Корнилий Иванович Прокопович был землевладельцем с 1874 года в Николаевской волости при селах Корнило-Натальевка и Ивано-Пелагеевка. На рубеже XIX-XX веков Верхнепровское земство принялось приводить в порядок приюты ясли на время полевых работ, чтобы малые дети не оставались сами дома и не устраивали пожаров. Из намеченных приютов не смогли устроить только в Софиевке, потому что не нашли там соответствующего помещения. Пришлось оборудовать ясли в Марьяновке, в доме земской школы, находившейся в полверстах от места жительства врача. Надзирательницей приюта была поставлена помощница учителя Заикина. С 25 июня по 29 июля ясли приютили 24 детишек от 1 до 10 лет. В приюте дети ночевали, спали на соломенных матах, а подушки и одеяла приносили из дома. В сентябре 1900-го комиссия присутствия опекуна Софийской больницы Николая Григорьевича Байдака отметила, что наконец-то инфицированные находятся в отдельной палате. Правда, давка там ужасная, а для заразных нужен еще и отдельный вход. В общем, больницу нашли в отличном состоянии, может что-то побелить, подкрасить и прочистить трубы. А также устранить проблему с ледником, который отделялся от погреба такой тонкой стеной, что туда пропитывалась вода от талого льда. Для этого необходимо срочно обложить яму ледника кирпичом. Смотрительница больницы заявила о нехватке белья и предложила шить его не из ткани, что стоит 27 копеек за аршин, а из бумажного польского полотна ценой 12 копеек за аршин. 23 ноября 1901 года Евгений Иванович Прокопович оставляет место врача на Софийском участке. В 1911 он уже надворный советник и служит в Павлограде городовым врачом. После него некоторое время на участке работал запасной врач Войнович, но и тот скоро выбыл. Вновь образовалась вакансия, а управа отметила трудности с докторами. В Софийской больнице насчитывался следующий штат: 1 врач с окладом 1500 рублей в год, 2 фельдшера при больнице и 4 фельдшера участковых по 400 рублей в год. Плюс они получали 50 рублей квартирные и 1 акушерка с окладом 250 рублей в год. Далее мы рассмотрим период с 1902 по 1913 год по разделам. Начинаем с персонала. С 1 августа 1902 года врачом Софийского участка становится 29-летний Николай Иосиф Романович Яковицкий, окончивший в 1897 году Московский университет. Наконец, на Софийском участке ситуация устаканилась. Николай Романович останется на этом посту до 1917 года. О нем лишь известно, что брат его Яковицкий Василий Романович родом с Панчевской волости Елисаветградского уезда Херсонской губернии. Небольшую зарплату медицинский персонал пытался компенсировать судами, пособиями и другими благами от земства. Такими просьбами управа была завалена. Так, в 1901-м фельдшер Софиевской больницы Аверкиев хлопотал о предоставлении ему займа в 100 рублей на обучение сына Александра в Екатеринославской фельдшерской школе. В 1902-м разъездной фельдшер Софийского медицинского участка Георгий Торченко, работавший здесь с июля 1896-го, заболел тифом и попросил оплатить ему дорогу в Киев на лечение. Ему предоставили 66 рублей двухмесячный оклад. Фельдшер Гнат Ткаченко попросил 23 рубля для уплаты за правоучение его дочери, воспитывавшейся в 1 классе Верхнеднепровской женской прогимназии. Просьбу отклонили. Подобных запросов поступало слишком много, а земство – это не благотворительная организация, как заметил кто-то из гласных.
В 1905-м смотрителя Софийской больницы Крикуновского призвали из запаса на действительную службу. После него в этой должности работал Лука Иванович Клевец, которого через годы перевели в Саксаганскую земскую больницу. В опекуны Софийской больницы на 1907 год снова баллотировался Николай Григорьевич Байдак, а с 1909-го таким стал знакомый нам князь Манвелов Виктор Борисович. О нем мы рассказывали в видео «Земские начальники Софиевщины». Ссылка вверху. К 1910-му был утвержден штат служащих в 1000 рублей. Старший смотритель 300 рублей, 2 сиделки по 96 рублей, палатный служащий 120 рублей, дворник 120 рублей, прачка 100 рублей, кухарка 96 рублей, аптечный мальчик 72 рубля. При этом Софийский участок предоставлен как наименее обеспеченный врачебной помощью. Он занимал 1252 квадратных версты, что было в 3 раза больше Куцеволовской, а население 54 533 человек, что в 3 раза больше Попельнастовской. По состоянию на 1912 год получили прибавку к зарплате за более чем 5 лет службы в 60 рублей фельдшеры Прокопий Алексеевич Мороз, ротный с 10 января 1902 года, Федор Макуха, Андрей Ануфриевич Савельев, ротный с 15 января 1908 года, акушерка Ирина Чернобаева, Демид Феодосиевич Хмельницкий, окончивший Екатеринославскую земскую фельдшерскую школу, акушерка Серафима Алексеевна Красногорская, окончившая Костромское родовспомогательное учреждение. В Ордо-Васильевке фельдшером был Синельников Прокопий Григорьевич. Ротный – это военный фельдшер. Из всех этих известно только о Савельеве Андрее Ануфриевиче, родившемся в 1873 году в князе Ивановке. Впоследствии учился в Екатеринославской фельдшерской школе, которая находилась на территории земской больницы, сейчас это больница Мечникова. После 1917 работал фельдшером, затем врачом в Софиевке, преимущественно как специалист по кожным и инфекционным болезням. Во время немецко-советской войны возглавлял инфекционное отделение и спас многих людей от угона в Германию тем, что колол им скипидар, после чего место укола напухало. Человек тогда считался инфицированным, чего немцы боялись больше всего. В 50-х годах Андрей Ануфриевич ушел на пенсию и умер в 1966 в возрасте 93 лет, окруженный заботами внуков. Его потомки тоже посвятили себя медицинской профессии. Дочь Александра Андреевна Савельева работала в родильном отделении. Сын Георгий Андреевич Савельев, 1912 года рождения, подполковник медицинской службы, а во время немецко-советской войны командир медицинской роты медико-санитарного батальона, награжден многими орденами и медалями. Внучка Жуковская Ольга Давыдовна, 1934 года рождения, работала фельдшером скорой помощи в Софийской больнице, а ее дочь Жуковская Людмила Вадимовна и сейчас работает медсестрой этой больницы. В 1913-м уже бывший фельдшер Демид Хмельницкий просит предоставить ему 500 рублей из-за потери трудоспособности. Хмельницкий работал фельдшером с октября 1911 по май 1913, и когда сам заболел острой формой туберкулеза, то из-за отсутствия страховки ему не за что было жить. Хмельницкого поддержали тем, что вместо страховой премии предоставили единовременную помощь. Теперь поговорим о больнице. В 1902 году комиссия находит расположение ее отвратительным. Рядом болото, теснота невероятная, подъезд выходит в такой узкий переулок, где транспортным средством не развернуться, не разминуться. Впервые заговорили о необходимости перенесения больницы на другое место, а если нет, то ее нужно капитально ремонтировать, особенно старые печки. В результате 8 печей, 2 камина, отапливаемые углем, обошлись земству в 120 рублей, а 7 печей, отапливавшихся соломой, в 178 рублей. Цейгаус, это складское помещение, даже побелить не смогли, потому что с его старого потолка все сыпалось. В сентябре 1903-го комиссия вновь прибыла в Софиевку и увидела больницу в довольно приличном состоянии, а отчетность вообще блестящей, как нигде. Это была единственная в уезде больница, где велся строгий учет медикаментов и материалов с выведением точных остатков на 1 января.
Предложили внедрить этот опыт и на других участках. Но пациентов теперь как-то маловато по сравнению с вместимостью учреждения. Гласный Василий Васильевич Самсонов имел имение в Божедаровской волости, посоветовал приобрести смежную с больницей усадьбу Сары Зейтман. И вот 2 октября 1903 года здание Сары Зейтман перешло в собственность земства, и обошлось это земству в 2000 рублей плюс купчие расходы. Что-то подсказывает, что это второй дом от речки Каменки, сохранившийся в переулке Незалежности, чуть выше старой лечебницы. Потому что изначально хата Белосветова примыкала к болоту, то есть, вероятно, так тогда выглядела Каменка. О Зейтмане известно лишь, что в 1900 году Соломон Леонтьевич Зейтман держал лавку, а Софиевское общество взаимного кредита возглавлял Б.С. Зейтман. Мы с Анилой Антоновной Галендой, учителем географии и истории Софиевской школы, а также местным краезнавцем, походили там по этой улице в поисках остатков старой больницы и выяснили, что предполагаемая хата Сары Зейтман сейчас разделена на 2 хозяев. Хозяйка одной половины Екатерина Степановна любезно согласилась показать нам этот дом внутри. И мы даже набросали первоначальный план этого дома без последующих пристроек. Толщина стен достигает 80 сантиметров, из-за чего зимой у них тепло, а летом прохладно. Также Екатерина Степановна обратила наше внимание на петли дверей, чуть ли не автентичные. В 1905 году встал вопрос о сооружении отдельного барака для заразных. Больница Софиевки названа старушкой, которая послужила немало лет населению, хотя после ремонта и выглядит чистенькой и аккуратной. В аптеку нужен шкаф для лекарств, такой же, как в Желтянской больнице, и оцинкованный прилавок, а еще лучше накрыть его мраморной доской. Кроме того, необходим стерилизатор, который выписал еще Прокопович, но почему-то его отправили неизвестно куда. В клозетной яме не хватает внешнего душника, и поэтому при промывке водой воздух из ямы поступает в клозет. В доме, где находится квартира смотрителя, есть 2 свободные комнаты, и хорошо бы их переоборудовать в квартиру фельдшера, для чего нужно убрать перегородку и установить печь. Через год управа выделила средства на стерилизатор и заметила, что содержание в больнице одного пациента в сутки составляет 19 копеек, что занадто. В других больницах эта цифра значительно меньше. В октябре 1907 ревизоры отметили, что больница старая и требует капитального ремонта. К тому же отдельное помещение для заразных так и не соорудили. Здание содержится в чистоте, врач и смотритель бережно за ним следят. Не хватает стерилизатора, перегонного куба и прибора для дезинфекции, без которых обходиться невозможно. Решили сделать ремонт здания и квартиры фельдшера, а строительство барака отложить, ограничившись наружной штукатуркой. В результате выделили только 100 рублей на перегонный куб, ибо дистиллированная вода была очень нужна для изготовления лекарств. В 1909 комиссия соглашается, что в ванной и туалете необходимо удалить плитку, зато покрыть пол шлифованным бетоном. В больнице насчитываются те же 20 коек. На весь Верднепровский уезд их было 144. Вроде бы мало, но следует учесть, что хронических больных тогда не принимали, а только с острыми и излечимыми формами заболеваний. Это в СССР клали на 3 недели всех, кто попадал под руку, потому что койко-мест понаставили немерено, и их нужно было кем-то заполнять. В цивилизованном мире такое не практикуется. Прошел острый период болезни и гудбай. Хронические больные обычно лечатся амбулаторно. В октябре 1910-го ревизоры с грустью констатировали, что Софиевская больница – это старинная хата, построенная из леса бывшего дома старухи Баженовой. Баженова – это предполагаемая теща Сачинского. Впрочем, лес хоть и древний, но крепкий. Прачечная, кухня и помещение смотрителя еще древнее. В них 45 лет назад жил Белосветов. Из этого следует, что более поздние постройки были деревянными, ведь хата Белосветова, как мы помним, была из самана. Здания вальковые, покрытые старым гонтом, прачечная и кухня с земляными полами, но в помещении смотрителя и акушерки полы деревянные. В доме, где когда-то жил врач, теперь обитали фельдшеры. Кроме этого, есть летний барак и другие необходимые постройки, но для амбулаторных и заразных больных все еще нет отдельных построек. Место довольно большое, но неудобное, узкое и длинное. С одной стороны дорога, с другой овраг, разрезающий участок и отделяющий леваду от построек. Софиевская громада предложила другое место для строительства новой больницы, более удобное и чуть выше оврага. Но есть основания опасаться, что там не добыть воды. Поэтому постановили
установили, какая больница не старая, но выглядит сносно и вполне может просуществовать еще несколько лет. В 1911-м Софийскую больницу снова подремонтировали, подбелили, подкрасили, пол прачечной накрыли бетоном, установили 4 печи, 2 новых котла, подправили прызьбу, а над тамбуром навесили железную крышу. Квартиру смотрителя и акушерки накрыли новой гонтовой крышей. Краску на потолке в дальнейшем предложили заменить известью, что и дешевле, и гигиеничное. Кладовая и погреб в порядке. Комиссия предлагает, чтобы врач выдавал деньги смотрителю по необходимости, а не сразу большой суммой. Учетчика в штате нет, поэтому врач исполняет обязанности кассира. Также решили приобрести микроскопы для Софиевской и Желтянской больниц, потому что остальные их уже имели. В 1912-м стало очевидным, что строительство новой больницы в Софиевке откладывать уже некуда. Софийская громада подсуетилась и вынесла приговор, чтобы им отдали Леваду при существующей больнице вместо того места, которое они отводят земству для застройки. Управа, услышав об обмене, была шокирована. Эту Леваду земство приобрело вместе с домом Белосветова, а Софиевская громада ни копейки на это не потратилась, потому что перед этим на свои средства построила церковь за 17 тысяч рублей, и этот факт тогда приняли во внимание. На этой Леваде площадью около десятины, отделявшей больничный двор и периодически заливавшейся водой из реки, росли только дикие деревья. Больница имела копеечку с того, что сдавала Леваду в аренду под выпас скота за 40 рублей в сезон. Эраст Бродский сказал, как отрезал: не может быть и речи об обмене, ведь это делается для них, и я даже считаю крайне неудобным входить в какие-то договоры с софиевскими крестьянами. Они, вероятно, потребуют еще и платы. Развернулись дебаты о том, считаться с приговором громады или нет. Некоторые уговаривали управу пойти на компромисс, но вдруг выяснилось, что воду мутят 3 заинтересованных лиц. Бродский был поражен. Мы идем навстречу, ассигнуя 100 тысяч рублей, а нам вредят и не желают уступить незначительный кусок земли. В конце концов, управа проявила характер и потребовала от Софийской громады изменить приговор и уступить место под больницу без каких-либо условий или обмена. Пусть Левада это и не имеет никакой ценности, но принцип есть принцип. А тут еще встал ребром вопрос водоснабжения. Деконский заметил, что если искать место по наличию воды в достаточном количестве, то больницы вообще не будет. Князь Манвелов сообщил, что будущая лечебница находится на вершине его имения, где есть прекрасная вода, а потому, по всем данным, в больничном дворе тоже найдут хорошую воду в достаточном количестве. Но большинство гласных настаивало на том, чтобы сначала определиться с водой. После дебатов приняли предложение Грота Слепиковского прежде всего найти воду, а затем немедленно взяться за завоз кирпича. Из этого следует, что усадьба князя Манвелова находилась в прямоугольнике между улицами Карпенко и Больничной, а снизу ограничивалась улицей Независимости. Цифра 1 – это старая лечебница, 2 – усадьба Манвелова, 3 – место новой больницы. В октябре 1912-го комиссия нашла положение с больницей ужасным. В Софиевке самое старое медицинское учреждение Вертиднепровского уезда. Еще в 1876-м купили старую хату из лампача, которую как-то приспособили под медицинские нужды. А теперь все это в упадке, похылылось и негодяще. Недостатки больницы так многочисленны, что большинство из них не устранить. Больница маленькая, Левада перерезана балкой, куда стекаются грязные воды из соседних усадеб. Там эти воды застаиваются на дне и отравляют воздух своими испарениями. Треть усадьбы затянута болотом. Узкая улица непригодна для стоянки повозок, которые подвозят больных. В здании коридор центральный, амбулатория соединена с палатами, отсутствуют ожидальные и перевязочные комнаты. Инфекционного отделения тоже нет, хотя на Софийском участке более 30 тысяч жителей, и он часто поражается эпидемическими заболеваниями, которые туда заносят масса заезжих людей. Но самые существенные недостатки – водоснабжение и ассанизация. На территории нет воды пригодной не то чтобы пить, а даже стирать в ней белье. Нечистоты отводятся к выгребным ямам из прачечной во впитывающие колодцы, а кое-где в балку рядом с больницей. А в одной только Софиевке проживает до 20 тысяч человек. Участку очень необходимо новое здание больницы и где-то в другом месте.
Но Софиевская громада продолжает ставить палки в колеса. Она решила отвести земству безвозмездно 3 десятины земли под строительство, но на базарной площади. 8 июня 1912 комиссия в составе члена управы садовода Леонтия Федоровича Сокуренко, санитарного врача Александра Никитича Морзеева, софиевского врача Яковицкого и земского землемера Сергеева нашла место на базарной площади неудобным и предложила другое на той же базарной площади, но несколько выше, на значительном расстоянии от жилых построек и базарных лавок. Место это сухое, открытое, ровное, слегка наклоненное в сторону села, имеет удобные подъезды и правильную конфигурацию. Итак, был разработан план нового здания на 28 коек, 20 общих и 8 заразных. Предусмотрен отдельный павильон для родильного отделения с квартирой акушерки, чего даже не было в других уездных больницах, имевших только родовую комнату. После чего женщины поступали в общие палаты. Из-за этого мало рожениц заявляли желание рожать в лечебницах. В 1910-м во всех медицинских учреждениях Приднепровского уезда насчитывалось 146 рожениц, что составляло 16% общей родовой помощи, оказанной квалифицированным медицинским персоналом. Также из соображений гигиены запроектировали бани для медицинского персонала и прислуги в одном здании с прачечной. Объясняли это тем, что трудно поддерживать чистоту и чистоплотность помещения, где обслуга месяцами не моется, потому что не имеет для этого возможности. Тем более, что после работы в инфекционном отделении персонал просто обязан смыть с себя все вирусы и микробы. Согласно плану, больница в Софиевке должна была состоять из следующих корпусов: главной, амбулатория, инфекционное отделение, летний барак, родильное отделение, прачечная с квартирами смотрителя, кухарки, прачки и других, погреб, ледник, квартира врача, квартиры фельдшеров и остальные необходимые хозяйственные постройки, часовня, забор, угольный ящик и так далее. Все главные постройки в 2 кирпича на каменном фундаменте под железной крышей с водяным отоплением, водопроводом и канализацией. Князя Манвелова снова избрали опекуном больницы. Осенью 1913-го столкнулись с тем, что проблема воды самая неотложная. Кто-то предложил тянуть воду из того колодца, что за селом, но колодец принадлежал частному лицу, располагался на его земле и были сомнения, что это частное лицо его продаст. К тому же это сейчас владелец колодца притих, а потом, когда больницу построят, он заломит за воду столько, что земство окажется у него в заложниках. Кое-кто предложил поставить фильтры на воду из колодца, который находится на больничной усадьбе. Председатель управы Савенко предположил, что для хозяйственных нужд воды достаточно, а питьевую можно и завозить. К тому же управа продолжает бурение на территории будущей больницы и может еще дойти до подходящей воды. На это возразили, что вторую воду там вряд ли найдут и будет так, как случилось, когда искали воду на железной дороге. Первая вода рассосалась, а до второй так и не добрались. Но скоро будут закончены мероприятия по водоснабжению всей Софиевки, тогда проблема решится сама собой. А что касается фильтров, то такую воду, как в Софиевке, никакие фильтры не превратят в питьевую. Мандзюк сообщил, что есть еще вариант приобрести землю вместе с колодцем, из которого больница пользуется водой, ведь она объявлена на продажу. А балка, в которой находится этот колодец, проходит и по общественной земле. Следовательно, никто не мешает выкопать в этой балке другой колодец с такой же хорошей водой. Снова раздались голоса, что сначала все-таки нужно определиться с водой, а потом уже со строительством больницы. Но большинство доказало, что в крайнем случае питьевую воду можно завозить, а переносить больницу в другое место никто не будет, ведь более удобного места в Софиевке не найти. И тут выступил князь Манвелов и сказал, что новая больница отстоит от его имения на расстоянии 500 саженей, а у него есть колодец с великолепной водой, и если это нужно для всеобщей пользы, то он готов уступить свой колодец, но он надеется, что уже ведутся работы по водоснабжению всей Софиевки, а с этим решится и проблема больницы. Что касается дома для врача, то еще осенью 1904 предложили обустроить квартиру для врача в доме Сары Зейтман, а нынешнюю, ту, что во дворе, приспособить или для 2 фельдшерских квартир, или под инфекционный барак. В 1907 году провели ремонт, установили новые оконные рамы и лутки, накрыли железной крышей, все покрасили. В 1911 пристроили теплый тамбур со стеклянным балконом на каменном фундаменте и бетонным полом. Кухню установили печь, переделали летнюю кухню. Все это делается для того, чтобы удержать земского врача работать на участке.
А тут появились другие заботы. Встал вопрос об открытии за губернский счет врачебно-продовольственного пункта. Санитарный врач Марзеев сообщил, что в последнее время в Софиевке наблюдается большое скопление рабочих, куда они стекаются с конца апреля в поисках работы на летний период. Софиевка – огромный район, который еще и обслуживает сталые части Екатеринославского и Херсонского уездов. Рабочие лежали на открытой площади под заборами и питались абы чем. Полиция подбирала зараженных всяческими инфекционными заболеваниями батраков прямо на площади и вместе с холерными доставляла их в больницу. Фельдшер зарегистрировал за месяц до 1000 человек из Полтавской, Киевской и Черниговской губерний. Учитывая это, предлагалось устроить врачебно-продовольственный пункт вроде Вертиднепровского и Саксаганского. Через год такой пункт возвели, а в 1913-м решили огородить его забором и пристроить сарай с погребняком. В 1913-м в Верхнеднепровский уезд снова приехал фон Гарнье со своим оккулистическим отрядом. Наплыв пациентов был так велик, что пришлось вызвать десятских, чтобы сдерживать пациентов, которые буквально прорывались на прием и не придерживались очереди. Дошло до того, что стационарных больных размещали в цейхаузе и больничных сараях. После этого управа решила пригласить в уезд окулиста на постоянную работу. Дальнейшая судьба доктора оказалась трагической. Правоздания губерниальных старостей от 13 июля 1918 года докладывали: в Херсонском уезде вооруженной шайкой ограблена на собственном хуторе Васильки семья доктора Роберта Николаевича фон Гарнье. Причем он сам, его 26 и 18-летние сыновья и 20-летняя дочь, а также сторож расстреляны, а жена тяжко ранена. Разбойники проникли к Гарнье около 11 часов вечера под видом милиционеров. Устанавливается, что принадлежат они и явились из Екатеринославской губернии, с властями которой теперь сделаны надлежащие сношения относительно розыска и задержания преступников, исполняющие должность губернского старосты Сосновский. И вот наступил 1914 год. 13 мая в управе занялись хроническими больными. Таковыми преимущественно были беспризорные, которые попадали туда, когда им некуда было идти. Они месяцами занимали койки, сокращая количество кроватей для пациентов, нуждающихся в срочной помощи. Все понимают, что хроническим бездомным нужны не лечение, а забота и уход. И встал вопрос о строительстве притулка. Но в августе 1914-го Российская империя вступает в Первую мировую войну. Призвали и врача Яковицкого. Еще тогда была практика, она есть и сейчас, начислять зарплату по месту службы призывников. Яковицкий написал заявление, чтобы причитающиеся ему жалования направили на выдачу помощи запасным нижним чинам. Несмотря на все проблемы, в ноябре 1914-го управа взялась строить в Софиевке новое здание больницы. Все силы решили бросить на стройку, отказавшись от ассигнования других медицинских учреждений. Запланировали возвести водонапорную башню, оборудовать прачечную и колодец, что стоило 15 081 рубль 50 копеек. Тем временем брали воду из борового колодца, который вполне сносно работал. Но когда завершили бурение скважины на глубине 21,5 сажен, то обнаружили, что вода там жесткая, с большим содержанием солей и серной кислоты, поэтому пригодна только для технических целей. Дальнейшее бурение сочли бесполезным, хотя лучшей воды в Софиевке и не наблюдается. Над скважиной установили временную помпу, а питьевую воду пришлось подвозить от старых колодцев. Больница строится хозяйственным способом. Кирпич покупали, среди прочего, в Екатеринославском торговом доме Ицка-Песельника, склады которого находились на улице Упорной, 9, это напротив современного Мост-Сити-центра. Это были последние поставки фабриканта. В 1914 году его фабрика в городе Копис Могилевской губернии прекратила существование. Итак, вывели стены, все перегородки на цементе, сделали фундамент для корпуса фельдшеров, инфекционного барака, главного корпуса, амбулатории, кухни и прачечной. Комиссия осмотрела и одобрила строительный лесной материал. Предложили приобрести место возле квартиры доктора с целью выровнять площадь под больничной усадьбой. Также запланировали поставить биологическую станцию мощностью 1300 ведер в сутки за 7950 рублей. Это очистное сооружение повлекло за собой обустройство дворовой канализации. Управа договорилась, что в 1915-м все силы в уезде направляются на возведение одной только Софиевской больницы. А тут еще лечебно-продовольственный пункт подкачал. Зданию всего 2 года, но там поселился грибок.
Весной 1914 уже пришлось снять пол в комнатах заведующего, который стал непригодным для использования, и выселить оттуда даже сторожей. Поэтому помещение использовалось только как склад летом для топлива и продуктов. Заведующему приходилось жить в наемном помещении, что усложняло контроль над пунктом, а сторож вообще спал в мужской ночлежке. К ноябрю 1914 Грибок захватил все палаты и амбулаторию, процесс гниения перешел на стены и двери. Весной в Софиевку прибывают сотни рабочих, которые находят в пункте еду и ночлег. И хорошо бы залить пол бетоном, укрыть его линолеумом, удалить деревянные пораженные грибком стены и заменить их новыми. Вывод комиссии. Еще не рассчитались с подрядчиком, который строил этот пункт, поэтому о ремонте пока не может быть и речи. А в 1915-м война дошла и до Софиевки. В старой больнице установили дополнительно 5 коек для раненых. Василий Ряснов просит предоставить стипендии 2 его дочерям для обучения в Кременчугском фельдшерском акушерском училище. 180 рублей в год каждой, но его ходатайство отклонили. Всех не научишь, да и устраивать врачей в уезде некуда. Энгельгард Васильевка хлопочет об открытии фельдшерского пункта, но эту просьбу тоже отклонили. Нет нужды, так как село практически сливается с Софиевкой. Земскому врачу Яковицкому назначили надбавку в 200 рублей до зарплаты, как выслужившего 5-летний срок в уезде. В июле Николай Романович участвует в комиссии по мобилизации запасных и ратников, за что получает также вознаграждение в 300 рублей. Бывшая смотрительница Софиевской больницы Мария Левитова попросила снять с нее начисление в 241 рубль 59 копеек за вещи, похищенные из больницы. Просьбу удовлетворили. В ноябре 1915 в бывшем помещении Софийской больницы обустроили патронат для воинов, потерявших трудоспособность. 20 коек решили передать воинам-калекам и приставить к ним сестру милосердия. Открытие новой больницы запланировано на декабрь. Итак, новое медицинское учреждение в Софиевке наконец-то возведено, несмотря на войну и сложное финансовое положение Верхнеднепровского земства. Оставалось побелить и что-нибудь докрасить. Уже проложили водопровод и канализацию, почти построили летний барак и покойницкую. Обошлось все это в 105 тысяч рублей. Но в декабре 1915-го больницу, как предполагалось, запустить не удалось. Помешали нехватка рабочей силы и препятствия с доставкой материалов в связи с войной. На 1916 поставили цель завести оборудование. ИО санитарного врача Борткевич отметил: имеющийся в старом здании инвентарь, который почти не обновлялся за время существования больницы, пришел в значительной части в полную негодность. Потребовались больничная мебель, посуда, хозяйственные вещи, предметы по уходу за больными, оборудование для аптеки, операционной и родильного отделения. Но Верхнеднепровская управа и все причастные смотрят в будущее с оптимизмом и гордятся собой. Самое главное осилили, а за другим дело не станет.